парень на очень высоких каблуках. Две милые девушки в углу, в обнимку. Атлетичные красавцы на танцполе, естественно, без рубашек. Солидный месье угощает стайку юных студенток шампанским. Париж, квартал Море. Атмосфера в местных квир-барах не изменилась с 60-х, когда в одно из таких заведений для ныне запрещенного на территории РФ экстремистского ЛГБТ-движения вошел именитый советский гражданин в яркой рубахе, а за ним еще двое в штатском. Именитым гражданином был гениальный танцовщик Ленинградского Кировского театра Рудольф Нуреев, для которого сама возможность пересечь порог такого бара уже была прыжком в космос. Любовь, свобода. А что, так можно было? Конечно же, нет. Ответят ему позже те двое в штатском. Сотрудники КГБ. Это во Франции уголовное преследование однополых пар отменили, фантастика, еще в 90-е годы XVIII века в результате Великой Французской революции. В Советском Союзе вплоть до самого его развала будет действовать репрессивная 121 статья «Мужеложество» и вовсю применяться жестокая практика конверсионной терапии. Слышали про такое? Это когда пытаются лечить от неправильной ориентации методами карательной психиатрии, тяжелыми препаратами и электрошоком. Конечно, советский танцовщик понимал, что если кто-то узнает о его секретном визите в Море и с гастролями, и с карьерой, а может и с его жизнью, будет покончено. Возможно, уже тогда он задумал свой знаменитый прыжок свободы в аэропорту. Но тем веселее пройдет эта ночь в Море, и все самые красивые парни будут у его длинных ног. Кстати, вы никогда не задумывались, почему гей-вечеринки самые безбашенные? Почему прайды настолько яркие? Да потому что на протяжении всей истории человечества завтра для таких людей могло и не наступить. Вечные притеснения, угрозы, насилие. Жить в постоянном ожидании расправы невозможно. Хочется забыться хотя бы на один вечер и кружиться в танце, как в последний раз. Очень похоже на балет. Балет – это про иллюзию свободы. Вечером ты буквально паришь в воздухе, купаешься в цветах, а утром тебя снова ждет закулисный мир унижений, травм, жертв, интриг, абьюза. Балет ломает, тем более советский балет. И когда, в конце концов, ты обретаешь или отвоевываешь свободу быть собой, не так уж легко остановиться. Голодный все свое детство Нуреев очень не по-советски мечтал о больших деньгах и неприличной роскоши. Сбылось. После побега из СССР в его распоряжении были виллы во Франции на Лазурном берегу и Антильских островах, ранчо в Вирджинии, квартиры в Лондоне и Нью-Йорке. Но этого было мало. Он захотел свой остров. Нет, лучше 3 острова на побережье Италии. Мамма мия! Тоже сбылось. А еще после своего опасного прыжка в свободу ему хотелось бесконечного веселья. И пусть партнеры меняются каждую ночь, и пусть его знает каждая дрэг-квин в каждом грязном районе, каждой мировой столице. Но и этого мало, мало, мало. И даже смертельный тогда диагноз СПИД, кажется, не мог охладить его пыл. Я не понимал, как этот бог при свете дня гениально танцующий на сцене с наступлением темноты превращается в демонического персонажа. Невольно вспоминается повесть Роберта Стивенсона «Доктор Джекил и мистер Хайд». И это тот самый мальчик, который в детстве видел только нищету, голод и тесноту маленькой избушки в башкирской деревне. Тот, кто думал, что самая большая сладость на свете – это печеная картофелина. Слаще только свобода. Свобода движения. Однажды в школе Рудольф видит танец под башкирскую песню. И вот он уже только и делает, что танцует. Отец военным увлечением недоволен. Какой позор! Сын балерина. Но мама
Мама видит огонь в глазах ребенка и поддерживает его, даже выкраивает деньги и ведет его на балет. Спектакль «Журавлиная песнь». Я никогда не забуду ни одной детали этого спектакля. Сам театр, мягкий красивый свет хрустальных люстр, небольшие фонари, горевшие повсюду, цветные стекла, бархат, золото – совсем другой мир. Место, которое, на мой ослепленный всем этим взгляд, можно надеяться увидеть только в прекрасной фантастической сказке. Что-то зажглось во мне, что-то особенное, очень личное. Что-то случилось со мной. Меня унесло далеко от этого жалкого мира, в котором я жил, прямо на небеса. В 11 лет Нуреев случайно знакомится с 70-летней Анной Удальцовой, балериной из труппы Дягилева. Благодаря ей и усилиям ее знакомых Нуреев приезжает в одну из старейших балетных школ мира – Ленинградское хореографическое училище. Сегодня это Академия русского балета имени Вагановой. Обычно здесь начинают учиться в 10 лет. Нурееву уже целых 17. Его не должны были принимать, но его берут. Этот урок он выучит навсегда. Успех – это когда нарушаешь правила и все равно добиваешься своего. Нурееву предстоит полностью изменить отношение зрителей к мужским партиям в балете. До него центральной фигурой любого балета всегда была балерина, а парень на сцене скорее подставка, нужен для поддержки. Но Рудольф будет танцевать так, что после него в театр начнут приходить, чтобы посмотреть не на танцовщицу, а на ее партнера. Нуреев – ученик сложный, с ним никто не может справиться. Седые преподаватели привыкли, что их боготворят и безоговорочно слушают. Нуреев не подчиняется никому. Его считают грубой деревенщиной и унижают при всех. В конце концов, Рудольф попадает в класс к Александру Пушкину с очень нелестной рекомендацией. Я посылаю вам одного упрямого идиота, недоразвитого злого мальчишку, который ничего не понимает в балете. У него плохая элевация, и он не может правильно держать позиции. Посмотрите сами. И если он будет так же продолжать у вас, не будет другого выхода, как выгнать его из школы. Тут важно понимать, в чьи руки попал Нуреев. Тезка великого поэта – великий преподаватель классического танца. Он видит в Рудольфе своего. Александр Пушкин тоже вырос в деревне и уже в 18 лет танцевал в Мариинском театре. Главное его правило в обучении балету – не пытаться переделывать. Именно так он воспитал и другую легенду – Михаила Барышникова. После окончания училища Нуреев остается в Ленинграде, хотя перед талантливым молодым артистом открыты все двери, даже Большого театра в Москве. Но он предпочитает держаться подальше от Кремля и его обитателей. Хотя в Ленинграде Нуреева сразу же записывают в инакомыслящие. В партию он не вступил, а любому собранию предпочитал репетицию. Просто идеальный способ найти себе врагов в те времена. Его постоянно хотят уволить, но постоянно оставляют. Слишком талантлив и трудолюбив. Так перед ним открылся путь к вершинам балетного искусства. В 1960 году Нуреева срочно вызывают. Приходится даже отложить уже собранный для отпуска чемодан. Но повод слишком важный. Хрущев устроил встречу советских ученых, и звезду Мариинки уже поставили в культурную программу. Прекрасный прием в парке. Стрельба в тире, состязания в рыбной ловле, выступления лучших артистов Советского Союза. Но самое главное, Нурееву везет увидеть живого гения, пианиста Святослава Рихтера. С такими пламенными и пылающими глазами. Мне казалось, что я видел, с какой жаждой он почти пожирал ноты, когда пришла его очередь выступать. Он был в страстном напряжении, и я чувствовал, что мне это понятно. После выступления артистов Хрущев встает и толкает речь о значимости советского искусства. Из усилий миллионов советских людей состоит мощь советского государства. В этом залог наших новых побед в коммунистическом строительстве.
Но разве Рихтер – это советское искусство? Разве он не принадлежит всему миру? И зачем идеология пытается загнать его в строгие рамки системы? Неужели и меня не пытаются в них запихнуть? В 1959 году звезду Мариинского театра после долгих споров и сомнений все-таки отправляют на гастроли в Вену. Он ведет себя послушно и благополучно возвращается. Очень важно, чтобы в следующий раз его снова выпустили. Друзья, это сообщение для наших российских зрителей. В России начались проблемы со скоростью загрузки видео в YouTube. Поэтому теперь мы будем дублировать все видео проекта «А поговорить» на платформе Boosty. Новые интервью, документальные фильмы и разговоры из рубрики «Наука» будут доступны там абсолютно бесплатно. У Boosty удобный сайт, понятный интерфейс, есть приложение для смартфонов на Android и iOS, и видео не тормозит. Так что подписывайтесь на «А поговорить» на Boosty и смотрите без проблем. А если вы хотите поддержать наш проект, где бы вы ни находились, то оформляйте платную подписку на спонсорских платформах. Следующие выпуски будут выходить тем быстрее и чаще, чем активнее вы будете нас поддерживать. При этом вы получите доступ к ранним премьерам выпусков и эксклюзивным материалам проекта. И еще у нас есть отдельная рубрика специально для спонсоров, где вы берете интервью у меня. Если вы в России, оформить регулярные пожертвования каналу можно на сервисе Boosty. Если же вы за пределами России, то можете стать нашим патроном на платформе Patreon или становитесь спонсором «А поговорить» в YouTube. Достаточно нажать на кнопку «Стать спонсором». А еще благодаря кнопке «Спасибо» создателям канала можно отправлять разовые пожертвования в любом размере. Подписка на канал в Telegram работает из любой страны. Ссылки на все варианты поддержки вы найдете в описании к этому видео и в описании канала. Мы очень ценим ваше участие. Мы делаем «А поговорить» для вас, благодаря вам и вместе с вами. Мы ваши агенты и больше ничьи. Еще через 2 года труппа едет в Париж. И Париж сводит Нуреева с ума. Во-первых, здесь все в полном восторге от его выступлений. Во-вторых, здесь свобода. Работают ночные клубы, бары, богема, не озираясь, устраивает вечеринки. Даже голые. И только танцовщики из соцстран должны все время сидеть у себя в номере, отваривая сосиски кипятильником в отдельной раковине. Чёрта с два. Нуреев начинает тайно выходить из гостиницы, гулять по ночным красивым улицам, искать интересных знакомств. Об этом, конечно же, тут же становится известно в СССР. Вот это я понимаю масштаб личности, когда твои оргии обсуждают на экстренных заседаниях в КГБ. 3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуреев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей. Один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, Нуреев не изменил своего поведения. Приходит требование срочно вернуться в СССР прямо посреди гастролей. Нуреев в ужасе. Он знает, что его ждет, если история с гей-барами станет известна на родине. При очень хорошем раскладе станет невыездным. При худшем ему грозит тюрьма и принудительное психиатрическое лечение. Советские газеты позже напишут, что Нуреев предал родину ради денег и разврата. Но это неправда. Он остался, потому что хотел получить уровень свободы, который не снился ни одному советскому гражданину. Да, так можно было. – 16 июня 1961 года. Парижский аэропорт Ле Бурже. Все участники советской делегации уже прошли регистрацию, чтобы лететь дальше, на продолжение гастролей в Лондон. Но Нурееву сообщают, что его срочно вызывают на правительственный концерт в Кремле и разворачивают в зону с надписью «Москва». Какое все-таки неприятное слово «зона». Нуреев все понимает. У него один единственный шанс. Он буквально вырывается из цепких рук сопровождающих и идет в противоположную сторону. Сам Нуреев в интервью незадолго до смерти говорил о том, что просто спокойно подошел к сотрудникам французской полиции и тихо сказал:
«I want to be free». The press in Paris learned that Nureyev declined to be sent back to Russia. Очевидцы вспоминают, что он буквально задыхался от страха. Сопровождающие в ярости требуют от французов немедленно выдать им соотечественника, но его уводят и оставляют одного в комнате. Здесь он должен принять самое сложное решение в своей жизни – запросить политическое убежище. И сделать это он должен сам, без влияния других людей. Наступила тишина. Я был один. 4 белые стены и 2 двери. 2 пути в 2 разные жизни. Для меня это уже было возвращением чувства собственного достоинства. Иметь право выбора. Право, о котором я мечтал больше всего. Это право самоопределения. Прыжок свободы. Только так и не иначе назовут его поступок мировые СМИ на следующий день. Нурееву читать и слушать их некогда. Он уже репетирует партию «Синей птицы», как символично, в балете «Спящая красавица». Перебежчика, не раздумывая, принял в труппу маркиз де Куэвас. Перед первым выступлением советское посольство присылает ему 3 письма с родины. Первое от Александра Ивановича Пушкина. «Опомнись, Париж – город декаданса. Он развратит тебя и приведет к краху карьеры». Второе от отца, в котором он говорит, что никогда не сможет понять и простить его за предательство родины. Третьим мама просто умоляла: «Вернись домой». В ужасном моральном состоянии Нуреев выходит на сцену, но издевательство еще не окончено. Места в зале выкуплены сотрудниками КГБ и посольства. Крики и свист звучат громче, чем музыка Чайковского, а Нуреев танцует под них так, словно он сам и есть синяя птица, олицетворение непостижимой мечты о лучшем мире. Люди могут справиться с тем, что им пришлось покинуть родину. Могут пережить огорчение и непонимание друзей и близких, которые остались. Но если родина объявляет их врагами, то это означает одно – возвращаться больше некуда. Нуреева заочно приговаривают к 7 годам тюрьмы и конфискации имущества. Всю оставшуюся жизнь он будет ждать мести, бояться, что на него нападут, выкрадут, сделают инвалидом. Один из советских перебежчиков, Виктор Шеймов, будет рассказывать, что в КГБ действительно обсуждалась операция, в ходе которой танцоры должны были подкараулить ночью и сломать обе ноги, чтобы не умер, но потерял то, ради чего сбегал – свободу парить. Но пока все хорошо. Нуреев много путешествует и танцует везде, где только захочет. Гонорары из просто приличных постепенно становятся абсолютно неприличными. Он покупает все, о чем мечтал, включая мужчин. Очевидцы вспоминали, как легко он овладевал вниманием любого симпатичного юноши и сразу уезжал с ним в гостиницу. А на следующий день приезжал и знакомился еще с кем-то. Словно голодный, который оказался на пиру, он пожирает все, что видит. Славу, деньги, любовников. Личная помощница Рудольфа вспоминала, что ей пришлось быть для него сразу и нянькой, и приемной матерью, и укротителем львов. Однажды я сняла для него на изысканный Итон Плейс мебелированную квартиру на нижнем этаже. А он как-то ночью чуть не спалил дом дотла, играя с купленным для него поездом на парафиновом горючем. Ходили слухи, что у него были романы с Фредди Меркьюри, Миком Джаггером, Элтоном Джоном и Жаном Море. Ну, это не точно. Однажды, выйдя из здания Парижской оперы, Нуреев видит толпу поклонниц и недовольно восклицает: «Эй, а где же мальчики?» А так он вел себя в доме фотографа, с которым пришел обсудить съемку. Растянулся перед камином, больше всего на свете смахивая на изнеженного Раджу, попеременно прихлебывая виски и чай, откусывая то бриош, то бутерброд с маслом. Одновременно он, правда с заметным трудом, просматривал свои портреты. Отбрасывал те, что считал нестоящими, откладывал в сторону те, что нравились, тыкал жирным пальцем в другие. Но даже при полной сексуальной распущенности он, конечно, ищет любви. Да вот только способен ли он на нее?
Единственной долгой и глубокой привязанностью Нуреева стал датский артист балета Эрик Брун. Эрик – абсолютный северянин. Светлые волосы, голубые глаза. Он сдержан и холоден, но в танце меняется до неузнаваемости. Только представьте рядом с ним Нуреева, вспыльчивого восточного мужчину с горячей кровью. Страсть вспыхнула молниеносно. Он такой холодный, как лед. Ты прикасаешься к нему, и он тебя обжигает. Они оба полностью отдают себя творчеству. У них все меньше возможностей видеться. А горячий и несдержанный Нуреев не готов отказаться от личной свободы. Страстный роман многие годы будет то утихать, то вспыхивать с новой силой. Нарушать правила и плевать на традиции Нуреев продолжает везде. Первым выходит на сцену в трико на голое тело без специального пристойного белья. Легко берет себе в партнерше 42-летнюю Марго Фонтейн. Она старше его на 10 лет. И по правилам балетного искусства тех лет она уже пенсионерка. В 1964 году они исполняют главную партию в «Лебедином озере» в Венской опере и ставят театральный рекорд. Овации были настолько длительными, что занавес пришлось поднимать более 80 раз. Свободы самовыражения становится еще больше. Нуреев несносно ведет себя с коллегами и друзьями. Он не носит с собой денег, не платит за себя в ресторанах и магазинах, оставляет друзьям и сопровождающим. Легко грубит и скандалит. Ему можно, он звезда. В ярости становится совсем ужасен. Может запустить подносом с чайным сервизом прямо в стену или бросить пепельницу в зеркало. Говорят, на приеме у английской королевы Нуреев просто взял и разулся, потому что ему стало жарко. К 80-м годам жизнь, полная вседозволенности, начинает приносить отравленные плоды. У Нуреева диагностируют ВИЧ, а затем и СПИД. Конечно, он не верит, что умрет. Конечно, он скрывает болезнь и все так же продолжает бесконтрольно менять любовников. Сейчас мы уже знаем, что ВИЧ – это лишь вирус, такой же, как и другие, и переносчиком может стать любой человек. Но 80-е и 90-е – это самая стыдная болезнь на планете. Рак геев, как ее называют, или кара Божья за разврат и мужеложество. На этом неприятности не заканчиваются. Нуреева пытаются сместить с должности руководителя балетной труппы Парижского театра. Пока он разбирается с этим, приходит еще одно тяжелое известие. Эрик Брун умирает, якобы от рака легких. Рудольф бросает все дела и летит в Торонто, чтобы попрощаться с любовью своей жизни. Он находит Эрика в полубессознательном состоянии и теряет разум от горя. Все, что я мог сделать, это лечь в постель, обнять его и держать его. Уметь прощаться – навык, который мы часто недооцениваем. Но рано или поздно приходится учиться расставаться с теми, кого мы любим. В 1987 году Нурееву позволяют приехать в Советский Союз и попрощаться с больной матерью. Визу дают всего на 72 часа. Строго запрещают общаться с кем-то из друзей. Мать он найдет уже в очень плохом состоянии. Она не узнает мальчика, которого когда-то вела на первый в его жизни балет. Еще через 2 года ему разрешают приехать с выступлением на сцену родного Ленинградского театра. Прошло 25 лет с тех пор, как он сбежал. Сил выступать так же, как в рассвете карьеры, у него уже нет. В зале он видит своих друзей, родственников и бывших партнерш – Дудинскую, Осипенко, Кургапкину, Колпакову и Терстепанову. Пришла даже первая учительница Анна Удальцова, ей 100 лет. Нуреева тепло принимают, но на другой день газеты напишут, что овации были адресованы прошлому. В 1991 году болезнь начнет активно прогрессировать, и Нуреев будет проводить в больницах больше времени, чем дома. Спустя год он окончательно прощается с балетом. В последний раз поднимается на сцену после поставленного им спектакля «Баядерка». Зал долго аплодирует, занавес опускается, и министр культуры Франции Жак Ланг вручает Нурееву орден искусств и литературы.
У Нуреева совсем нет сил, он глубоко болен, и держаться на ногах ему помогают ученики и коллеги. Последние 100 дней своей жизни он проведет в Париже, в стационаре. Уйдет из жизни тихо, без страданий. Доктор, который дежурил у его постели, скажет, что лицо великого Нуреева было спокойным и даже прекрасным. Его похоронят на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. Это известное кладбище, которое часто посещают туристы. Аккуратные ряды могил, серые надгробья, скорбь, грусть, мысли о вечном. Но не могила Нуреева. Она накрыта ярким ковром из переливающихся кусочков мозаики. Серый камень он бы не одобрил. Он и на кладбище должен быть самым заметным. К тому же, если ты однажды взялся нарушать правила, незачем останавливаться даже после собственной смерти. Свобода заражает. Конечно, ее заслуживает любой человек. Другой вопрос – как мы ей в итоге распорядимся? Сможем ли мы заметить, где заканчивается наша свобода и начинается свобода других? Будьте счастливы, бейтесь за свою свободу. И если уж решили совершить прыжок в лучшую версию свободного себя, обязательно подумайте о том, как будете приземляться.